Всем доброй ночи. Итак, хочу подарить, по-другому не называется это, подарить практикам ритуал. Моя версия черного венчания, который, наверное, намного сильнее, чем более традиционные версии, поскольку это испробованное не раз. Для начала скажу и напомню еще раз, что приворотами занимаются, в основном прибегают к приворотам женщины, не уважающие себя, женщины закомплексованные. Потому что если мужчина тебя не любит, то его тащить силой и приворотом может только та женщина, которая себя не уважает. Далее скажу, что акцент на привороты делают в основном непрофессионалы в магии, мягко говоря. Люди, которые ничего не мыслят в магии. И если идет реклама «сделаю приворот», «верну мужа», «безгрешный приворот», еще что-нибудь такое, это все равно, как сказать, знаете, «безгрешный киллер». Приворожив мужчину, вы стираете полностью его судьбу и переписываете по новой. Вы связываете энергию этой женщины к этому мужчине. И он без нее жить не может. И здесь уже искусственно созданная любовь. Тут нет любви. Более того, женщина, которая привораживает мужчину, сама охладевает к нему. Полностью чувства ее переходят к нему. Он без нее жить не может. Он бежит к ней, ноги несут. Только рядом с ней он чувствует себя хорошо, потому что питается ее энергией. Вы привязали к энергии этой женщины. В то же самое время он чувствует внутренне, что ненавидит ее, что это не его женщина, что это не то, что он хотел, но в рабском таком подчинении находится. Начинается ревность, начинается злость, ненависть. Они начнут вместе пить. Очень может быть. Очень может быть, что дети родятся больные или вообще не родятся. Потому что искусственно созданная любовь, она просто нереальна, чтобы была счастливой. Ведьмы для себя не привораживают. Привораживают только в том случае, если хотят отомстить кому-то. Вот сделать назло. Там уже нет любви. Любимого мужчину не привораживает. Поэтому женщины, которые говорят, что любят и из-за любви хотят приворожить, скорее всего, ими движет или глупое желание любой ценой его заполучить, либо у них просто корыстная цель, потому что, любя мужчину, ты его не загубишь. А приворот – это очень сильная порча на жизнь мужчины. Как правило, привороженные мужчины живут недолго, у них закрываются финансы, у них психическое состояние ухудшается. То есть вы получаете такой футляр полоумного нищего психа, с которым надо жить, собственно говоря, если хотите жить, конечно. Но поскольку ведьмы не лицемерки, они говорят следующее: мы отговариваем, мы пытаемся привести в порядок женщину, объясняя, что можно и по-другому решить вопрос жизненный, да, одиночество, ждать любимого мужчину или призвать этого мужчину, но оставить вот этого и не тащить в свою жизнь, потому что он потом будет с топором за вами бегать, он будет ревновать, он будет злиться, он поменяется полностью. И это уже не тот человек, которого ты любила. Ты любила вот такого-то Васю, а пришел совершенно другой Вася, который абсолютно не тот, которым был. Это вообще вы получаете просто пустое тело, а внутри подселяется некто. Потому что приворот – это в любом случае подселение. Вы отправляете туда некую силу, которая подселяется в этого человека и всеми силами тащит его к вам. То есть его ноги несут к вам. И для него не существует уже преград для того, чтобы вас достичь и добиться. Он через все пройдет. Он перешагнет через ребенка, через мать, через жену, через что хотите. И он будет с вами. Это 1000000%. Но принесет ли это вам счастье? Вот в чем вопрос. Потом вы можете от него и не избавиться, понимаете? Итак,
Однако хочу вам сказать, что если после уговоров человек в любом случае всеми способами, путями, нет, я хочу его получить, и мне все равно, пусть он меня хоть каждый день пинает, лишь бы он был со мной, без вопросов, пожалуйста, получай. Хозяин барин. Поэтому еще раз говорю, попытайтесь мало делать такие работы. Я вообще очень редко берусь за такое. Я даже на своем сайте выставила объявление «Привороты не делаю», потому что я не люблю работать с этими плаксивыми, тупыми гусынями, которые каждые 5 минут «Ой, он мне сегодня не позвонил», «Ой, трагедия, что буду делать». Как правило, бегут за приворотами не очень разумные женщины, если не сказать тупые женщины, понимаете? Поэтому с ними говорить, объяснять, что приворот должен ложиться, что нужно время, что нужно терпение, хладнокровие и так далее, это бесполезный труд. И поэтому те, которые говорят, что делают привороты, на приворотах делают акцент, как правило, мошенники, потому что они не то, что ничего не делают и не умеют, они просто берут эти деньги и могут уговорами держать долгое время, а потом просто исчезнуть, собственно говоря, и все. Потому что невозможно столько тупых баб собрать и со всеми работать. Это нереально. Итак, ведьмы делают все, если считают нужным. Если человек ни в какую не хочет понимать, делайте этот приворот, ну ее к черту. Хочет, пусть получает. Все. Никаких претензий, только объясните перед этим миллион раз. Если ты не будешь счастлива с этим человеком и никуда не сможешь от него деться, никаких претензий. Я привела его. Ты просила, получила, все, до свидания. Распишитесь и вперед с песней. А вот то, что я сейчас вам подарю, соединит эту пару навеки вечные. Это называется черное венчание. Много разных, различных вариантов. Когда-то мне было интересно самой, и я поняла, что они слишком слабые. Для того, чтобы делать черное венчание, они слишком слабые, чтобы действительно венчать людей по-черному и на века. Человек, который придет к вам, мужчина или женщина, неважно, с просьбой провести черное венчание, то есть навеки их соединить, он должен очень хорошо осознавать, что делает. Потому что если вы соедините этих людей, они больше никогда до самой своей смерти не расстанутся. И не вариант, что это может снять кто-то другой или вы сами, если человек передумает. Поэтому, когда человек приходит, вы объясняете все аспекты. Уважаемый или уважаемая, учтите следующее. Будет то, это, то, такое поведение. Очень может быть, что вы разлюбите этого человека, когда получите. Очень может быть, что он станет психбольным. Очень может быть, что его деньги перекроются, он станет нищим. Очень может быть это и то, и так далее. Могут быть рождение больных детей или вообще бездетность. Будьте любезны, вот за все это распишитесь. Если человек ни в какую... Понимаете, это не плата за приворот, как некоторые говорят, пишут, да? Плата, там, грех был и так далее. Абсолютно не в этом дело. Суть не в этом. Это насилие над волей человека. И любое насилие над волей человека в магии не то, что наказуемо, просто за это плата существует. Вот и все. Оно не наказуемо. Пожалуйста, ты хочешь получить, получай. Но плата за это, вот это мы берем демоническую плату, вот то, это, вот. Согласны? Пожалуйста, без проблем сделаем. Если ты согласен платить, вот это все отдать, хорошо, бери, пожалуйста, распишись, только цену плати заранее. Вот о чем речь. Тут дело не в грехе, дело не в расплате, дело не в наказании. Тут дело в том, что каждая работа имеет свою цену в магии. За все, что ты хочешь получить, ты платишь следующее. Вот ты отдаешь плату, получаешь деньги. Например, денежный ритуал вот проводишь, потом отдаешь там кому-то нищему, подаешь или оставляешь мелочь или еще что-нибудь и так далее. То есть взял, расплатись. Все. И тут наказание вообще ни при чем. И точно так же, чем чернее, чем глубже, чем сильнее ритуалы в магии, тем сильнее за них плата, тем больше берется. Следующий аспект. Проводить черное венчание никогда в жизни бесплатно, тем более за малую плату, не делать. Назначайте определенную сумму, не маленькую.
Для того, чтобы человек, во-первых, осознал, во-вторых, человек, который не способен оплачивать это, этот человек и недостоин этой работы. И не заслужил, и не дошел еще, не дорос. Потому что если вы это проведете, вы оплатите за все это своим здоровьем. Поэтому человек, который, узнав такую цену, все-таки решился, значит, он очень хорошо обдумал и очень хорошо понял, для чего мы назначаем плату даже за прием, за консультацию. Не просто так, и не потому, что мы такие жадные, алчные, а потому что человек, кому-то делать нефиг, кто-то за чашкой чая сидит, тебе пишет, да, кушает пряники и ждет, пока ты посмотришь, потратишь свое время и силы на то, чтобы покопаться, понять, что у него в судьбе получается. А есть человек, которому действительно серьезно это надо. И вот внесение платы показывает, насколько человеку это надо. Или человеку нефиг делать, или человеку действительно реально это нужно. Кроме того, в этом ритуале немало затрат, которые вы должны как бы понести, потому что вам нужно будет кое-что туда отнести и прочее, прочее. Поэтому понятное дело, что вы не можете никак просто так это делать. Итак, версия черного венчания для практиков. Обдумайте хорошо, прежде чем это делать для человека, и все за и против этому человеку объясните. Это на вечные века, и люди больше не расстанутся. Учтите. Я так соединяла не одну пару. Я даже вам могу сказать, что последняя, которую я соединила, любовница была беременная. Так он бросил, он ее ненавидел, он не хотел поднимать трубку, он ее посылал. И эта женщина бегала по бабкам в ужасе и в непонимании, почему он сразу так изменился, что произошло. Собственно говоря, никто это не снял. До сих пор они вместе. То как бы не сглазить. Да. Естественно, называть не буду. У них ребенок родился. Итак, начнем. Вам нужно будет пойти на кладбище. Желательно кладбище, чтобы было подальше от города. Если человек, который к вам обратился, вас отвезет туда, будет прекрасно. Нужно после заката солнца, то есть, если это зимой, после 4 с чем-то, потому что рано начинает темнеть. Если это летнее время, естественно, после 7-8. Не обязательно, чтобы это была ночь, это может быть просто после заката солнца. Начнем. Сейчас, чтобы ничего не пропустить, лучше я просмотрю то, что я написала, чтобы спокойно вам объяснить. Вам нужны будут 6 красных свечей, 6 черных свечей, небольшие, не восковые, то есть не парафиновый воск. 6 красных, 6 черных свечей. Красное вино и белое вино. Желательно дома открыть, потому что там, естественно, открывать вам времени не будет. И возможности тоже. Фото пары. Отдельное фото, не вместе. Вам нужно будет найти могилу пары, которая прожила достаточную жизнь вместе. Только пара должна быть. Больше никто не должен быть похоронен рядом. И желательно, чтобы это не молодые люди были погибшие где-то, потому что в некотором смысле, когда мы работаем на кладбище, на могилах, мы можем как-то и перетянуть эту судьбу, знаете, повторить сценарий тех ушедших. Чтобы такого не было, лучше найти могилу, где муж и жена умерли от старости. Хотя бы за рубеж 60 лет прожили. Взять красную розу и белую розу. Лучше желательно красивую такую, добротную розу. Красную и белую. И вот с этим всем арсеналом пойти на кладбище. Подходите, стучите по ограде 3 раза, прежде чем зайти, если вы нашли могилу. Я думаю, что практикам объяснять не нужно, как находить могилы активные и те, которые хотят с тобой работать. Постучали и говорите: проснись, могила, отворяйся. Вот холод пошел по моим ногам теперь. Иногда, знаете, я не делаю ритуал, просто объясняю вам, просто разъясняю, дарю. И то пробуждается определенная сила, которая вокруг меня. Вот назвала могила, и ноги охладели.
Далее говорите. Вот разложили все. А разложить нужно таким образом. На могиле положите фотографии мужчины и женщины. Со стороны мужчины зажигаем черные свечи, со стороны женщины красные свечи. Со стороны женщины белое вино открываем, выплеснуть чуть-чуть на могилу. Со стороны мужчины красное вино открываем, выплеснуть на могилу, поставить рядом. Со стороны женщины белая роза, со стороны мужчины красная роза. Вот все это разложили, зажигаем все это и начинаем. Приветствую тебя, почившая пара. Властью, данной мне тьмой, я вас бужу и прошу служить моему делу. Знаю я черное слово, и через то слово дана мне власть и сила и разрешение вас призвать и приказать исполнить то, что я скажу. Я венчаю вечным венчанием на этой могиле через смертную силу и старую могилу, и через духов, и через тьму, венчанием черным, узами вечными, нерушимыми, эту женщину имя и этого мужчину имя. Черной тьмой заклинаю, вечным браком вас сочетаю, венчаю, как умершие рядом вместе навеки, вечные, так и вам вместе быть. Как эти могилы никогда не расстанутся, так и вы имена. До самой смерти вместе, так и они до самой смерти вместе останутся. Да не перебьют мои слова ни живые, ни мертвые. Венчаю вечным венчанием, черным венчанием, свидетели мне смерть, и эта могила, да черная сила. Отныне вы, имена, навеки вместе. Фотографии соедините лицами, сожгите. Пока будет гореть, говорите, с этой минуты вас соединила, обратные пути для вас закрыла, навеки вечные соединяю, черным венчанием вас венчаю, свидетели мне могила да черная сила. Сила моим словам, сила моим делам, венчание свершилось. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Сожгли фотографии, пепел оставляете, выплеснули белое вино на могилу женщины, красное вино на могилу мужчины. Не ждем, пока свечи догорят, отворачиваемся и уходим оттуда. И желательно полгода на это кладбище не заходить. Через некоторое время, за очень короткий срок, очень может быть в течение 3 месяцев, может быть в течение 2 недель, может на следующий день, мы знать не можем, но за очень короткое время. Эта пара соединится и будет жить вечно вместе. Если человек, который заказывает у вас эту работу, 1000000% уверен, что до конца своей жизни хочет жить с этим человеком, с этой женщиной или с этим мужчиной, то делайте этот приворот. Потому что это приворот. Будем называть вещи своими именами. Если не уверен, лучше не делать. Потому что эти люди будут вместе. Они с другими людьми больше никогда не будут счастливы. У них не получится счастья ни с кем, нигде. Так что будьте любезны, разложите все карты в начале, чтобы сами потом ответственность за это не нести. Если человек лично приезжает к вам, он должен купить это все. Если человек заказывает, то в оплату за работу должно входить и покупка вот этого всего отдельно. Вы должны это все купить и поехать делать. Что сказать? Удачи вам. И прежде чем за что-то браться, очень долго и хорошо подумайте. Работайте с умом. Всем удачи.